И вот так вот все мучаются, в итоге все утилизировалось в жир, и человек тут все время постоянно мучается. И потом он говорит: я хочу сладкое. Конечно, ты хочешь сладкое. Официальная статистика Роспотребнадзора: в 2020 году умерло 1 миллион человек от сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, когда стенки сосудов покрываются жиром изнутри, человек просто все, уже происходит остановка там сердца и всего остального. Это начинается уже с юного возраста. Просто мы это не чувствуем, мы это не замечаем, а наши сосуды изнутри, они вот откладываются, и система все менее эффективно работает, как в машине. Топливная система засоряется, топливо меньше проходит, меньше двигатель засоряется, и все. И в какой-то момент это все встает. Но это происходит не сразу. Когда у нас с вами глюкоза остается в крови, у нас с вами запускается резервный механизм, чтобы у нас не было очень много сахара в крови, и чтобы мы просто сердце не остановилось, потому что когда сахар в крови поднимается, кровь густеет, она становится более густой. Соответственно, это влечет за собой что? Подъем давления. То есть сердцу нужно создавать больше давления, потому что кровь гуще. В общем, чтобы этого не происходило, есть резервный механизм, когда глюкоза из крови утилизируется в запасы. Она утилизируется в жир в теле и откладывается по всем местам. То есть человек ест, у него это все не поступает, в крови остается, а он ест постоянно и жирную пищу, и углеводную пищу. И у него это все в жир переходит. Что такое тело некрасивое? Какие-то там, тут целлюлиты, вот эта вся история. Почему? Потому что все откладывается в жир. Вот вы сейчас осознаете вот эту краткую схему. И причина не в углеводах. Причина кроется в жирах. Обычно говорится, что инсулин выделяется на углеводные продукты, а тут в исследовании было показано, что человек ест картошку и ест картошку с маслом. И когда он ест просто картошку, там инсулина было выброс, грубо говоря, 1 единица. А когда ее поливали маслом любым, то выброс инсулина был в 5 раз больше и выше. Мы жиром все это употребляем, глюкоза не может уйти, организм начинает выбрасывать инсулин. Выбрасывать инсулин, он его повышает уровень для того, чтобы забрать глюкозу. А это толку-то нет, рецепторы-то все равно не работают. И вот так вот все мучаются, в итоге все утилизировалось в жир, и человек тут все время постоянно мучается. И потом он говорит: я хочу сладкое. Конечно, ты хочешь сладкое. Потому что мы с вами сладкоежки, вот эти ребята, наши клетки, они на глюкозе сидят, они отдают команду: хочу есть, хочу глюкозы. Человек такой, у него там раз загорелась лампочка, хочу есть, он пошел поел. Глюкоза опять какая-то часть, там мельчайшие доли поступили, и он такой: еще надо десерт сладенький съесть, еще и десерт съел. Это все вот в жир откладывается, а до клеток доходит лишь малая часть этого, просто мизер какой-то. И когда мы с вами обратные процессы запускаем, то, соответственно, у нас все уходит в клетки, никакого жира не накапливается в теле. Во-первых, это великолепное здоровье, во-вторых, великолепный внешний вид на постоянной основе. Вас не тянет на сладкое, у вас все нормально с психикой, у вас нет никаких перепадов.